Но все равно это был яд. Вот там мой доктор, а вот там отель. Все еще жду, когда придет доктор. Искололи всю руку. Tatiana, you are officially cancer-free. Ох, люблю я дорого-богато. Надела все свои сегодня золотые украшения, как жена султана, знаете, все золото должно быть на ней, на случай, если султан ее попросит удалиться из дома. Золото у меня, конечно, самоварное, но тем не менее выглядит очень хорошо, дает мне себя чувствовать просто прекрасно, поэтому такому золоту быть. Кстати, уши реагируют нормально, у меня вообще уши на некачественный металл сразу начинают плакать. Здравствуйте все! Простите за такое безотносительное вступление, очень я сегодня рада, очень я такая вся... Потому что я снова приехала на визит к онкологу, и в отличие от того, как это было 4,5-5 месяцев назад, вы тоже со мной тогда были, я снимала об этом видео, и вы меня тогда так поддержали, когда неожиданный диагноз, который был такой простой, да, отрежем, все, выкинем, и все будет хорошо, трансформировался в то, что, ну да, отрежем, выкинем, но все еще не так хорошо, нужна будет химиотерапия. Тогда это был страшный шок, видео снимала в 2 приема, много плакала. Вот 4 месяца спустя пойдемте посмотрим, что нам доктор говорит. И не только же мне вам плакаться и жаловаться, и разделить же радостные моменты я тоже имею право с вами. Смотрите это видео до конца, потому что в конце каждому из вас, кто поучаствовал в поддержке меня, я выражу отдельную именную благодарность. Ну, пойдемте посмотрим, что доктор говорит. Трудно поверить, что на этой парковке я парковалась как минимум 12 раз. Всегда на одном и том же месте. Это уже стало такое мое законное место. Вот там, знаете, в уголок, чтобы никто не уволок. И у госпиталя вот там есть свой огромный многоэтажный гараж. Но я всегда парковалась здесь, потому что, во-первых, мне очень нравится возможность немножко пройтись. Там только красивый воздушный мост, еще покажу. А во-вторых, вот там, если вы видите выезд из гаража, там можно простоять, вот там всего расстояние, это не знаю сколько там метров, немного, но там можно простоять очень долго, минут 20. Однажды Чарли меня забирал в соседнем здании, где мне ставили и удаляли порт, делали небольшую операцию, он меня забирал, мы реально простояли 20 минут, потому что светофор там короткий, едут все, всем хочется и очень долго. А здесь вот как раз припарковался, жих, сюда на этот мостик, прошелся, и ты уже там. Быстро и красиво. А вот в этом холле очень хороший, приятный дневной свет отовсюду. И я обычно здесь устраивала танцы для рилсов в моем инстаграме. Танцы, 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 шмонцы, танцы, 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 Вся эта история с химиотерапией была, конечно же, очень непростой, несмотря на то, что у меня такой молодой и сильный организм, и на то, что современные методы, они достаточно щадящие, но все равно это был яд, который был нацелен на убийство тех клеток, которые растут быстрее всего. Но все равно переносила. И, наверное, для меня большим куском того, чтобы это никогда не осталось в моей жизни таким тяжелым, темным периодом, было вот это вот, знаете, обставить все максимально комфортно, красиво и классно. Вот здесь я ходила каждый понедельник на эту терапию. В окно мне было видно. Тогда как раз был ноябрь, декабрь, январь. Сначала День Благодарения, потом все украсилось к Рождеству. Но даже сам этот коридор, вот там мой доктор, а вот там отель и центр, конференц-центр. Здесь все время ходили люди с бэджами, здесь ходили люди с чемоданами. И я же была одним из этих людей с чемоданом, с таким маленьким, красивеньким чемоданчиком на колесиках, в котором я носила все свои штуки для химии. Там лэптоп, еда, вода, яблоки, одеяло, полотенце, все на свете. И когда я шла по этому коридору, мне хотелось думать, что я иду куда-то в прекрасное будущее, а не на мучения, пытки и испытания. Именно поэтому сейчас, когда я здесь иду, у меня очень хорошее настроение. Да, обратно часто я возвращалась, конечно, уставшая, как не знаю кто, и подавленная. Одна из причин, как выяснилось, потому что для снижения риска аллергической реакции мне вкатывали
конскую дозу бенадрила, от которого я была просто едва волочила ноги. Но это все уже позади. Знаете, вся эта медицинская история, которая со мной случилась последние полгода, навела меня на мысль о том, что многие вещи, даже проживя здесь 10 лет, но пока с этим не сталкиваешься, то об этом и не знаешь. И как хорошо, что у меня были разнообразные ресурсы, которые мне позволили достаточно разумно и экономно расходовать средства, находить какие-то фонды, находить возможности как-то все это оплачивать. Но тем не менее, я хорошо понимаю, что у всех тех, кто планирует переезд, кто готовится к переезду или только-только переехал, может таких ресурсов не быть. Поэтому, вне зависимости от того, придете ли вы на консультацию ко мне или просто собираете сейчас информацию для своей дальнейшей жизни в США, я приготовила для вас шикарный подарок. Список из 100 важных вопросов, на которые нужно найти для себя ответы, чтобы быть готовым к переезду. Список освещает все главные области жизни в США, и вы его можете скачать абсолютно бесплатно с моего сайта, ссылка будет в описании. Получаете PDF-файл, делитесь его со всеми, кому вы думаете, это может быть полезно. И хотела сказать, не благодарите, ну как же не благодарите? Благодарите, я потратила время, я потрудилась, долго думала, что учесть, что не пропустить. Ссылка будет в описании. Вся эта башня, все 6 этажей, 7 этажей заточены под медицинские учреждения. Но надо отдать должное, держат их в идеальном порядке, все очень красивенько, цивилизованно. И это все на самом деле в аренде. Как видите, очень большую часть занимает подразделение Texas Oncology. Онкология Техаса, наверное, можно перевести. И вы можете найти здесь врачей любой специализации. Это удобно, особенно если вы живете в этом районе. Я не живу, но все равно предпочитаю приезжать сюда, уж все в одном месте. Доктора друг друга рекомендуют. У них между собой связь. И как минимум, когда вы, допустим, ходили к кардиологу, а мне положено ходить к кардиологу каждые 3 месяца и делать кардиограмму, чтобы убедиться, что мой пламенный мотор все еще из нержавейки. И когда вы ходите к кардиологу, например, то у них занимает это время, потому что саму кардиограмму вам делает техник, а расшифровывает и пишет заключение по кардиограмме непосредственно кардиолог. Кардиолог страшно занятой человек, работает 2 часа в неделю. И пока с 6-го этажа на 5-й они перешлют эту кардиограмму, иногда приходится ждать 3-4 дня. Но как минимум они тут как-то это пересылают. Если бы доктор мой был где-то в другой сети, это бы занимало вообще еще дольше, может быть, даже до недели. Так, мы пришли вот сюда, да, 12 раз как минимум, а то и больше. Вот она, моя любимая Мишелина Кайро. Ладно, пойду объявляться, пойду сдаваться. Ну, сегодня-то мне что сдаваться? Сегодня у меня все просто. Я должна перед вами извиниться, что я вам показываю всякую бытовуху. Но поверьте мне, для меня даже вот это вот... Я раньше себе здесь все время брала чаю 2 кружки, потому что там, во-первых, холодно, во-вторых, першит горло от всех этих лекарств. А сейчас я могу заказать кофе и Вася кот. Господи, иногда мне кажется, что испытания нам все эти даются для того, чтобы мы наконец-то поняли, как может быть хорошо, когда их просто нет. Несмотря на то, что этот офис один из лучших офисов по обеспечению и вот информационным делам, и у них очень хорошо сделан пациентский портал онлайн, все равно каждый визит мне выдают вот такую портянку и просят удостовериться, что я не родила никого между прошлым визитом и сегодня, не развелась, мне не выпали зубы, выпали волосы. Однажды я здесь поставила галочку. Ладно, буду заполнять свои бумажки, а вы далеко не уходите. Вот смотрите, я в США живу уже 10 лет, и все равно периодически, когда месяц и число где-то до 10, я периодически путаю их местами и пишу сначала месяц, потом дату, а потом год, или наоборот. И в этом часто бывает путаница. Свою дату рождения едва запомнила, как писать. Смотрите, что у нас тут интересуется. Очень приятно. Как вы себя чувствуете со времени прошлого визита? Я написала 100% нормал, все хорошо. Спрашивают, набрали вы или потеряли вес за последний год? За последний год я туда-сюда теряла, набирала, поэтому решила ничего не писать.
Спрашивают за последние несколько недель, как часто у вас были перегруженность проблемами, стресс и депрессия. И такая, никогда у меня их не было. Ну и тут всякая про типичные проблемы, там боль, тошнота. Я такая везде пишу, нет, ничего. Ну, на этой стороне, конечно же, hot flashes и sweating, но это, к сожалению, побочные эффекты климакса. Никуда с этим не денешься. Ну что, уже возраст. Все остальное, видите, такое но. Ну, тут тоже, конечно, dryness, это тоже побочка от климакса. Работаем с этим. Ну, в общем и в целом было приятно сделать такую оценку собственного состояния и убедиться, что я просто великолепна. Одно остается неизменным с каждым визитом – это анализ крови. Потому что для того, чтобы контролировать все, что происходит, и чтобы мы не нанесли дополнительный вред, важно учитывать количество белых, красных, фиолетовых кровяных телец перед каждой процедурой. Теперь уже просто все важно учитывать. Конечно, за 12 недель я приходила сюда как часы, уже я там со всеми зазнакомилась. Привет, как дела, как ты, а как что? А сейчас другая смена, я такая новенькая, но лучше я буду здесь новенькая, и меня никто не будет знать и узнавать. Я это абсолютно предпочитаю. Не могу вам показать. Кровь из вены – это кровь из вены, ничего особенного. Но удивительно, что когда они делают капельницы, то они предпочитают не на сгибе, а во всех других местах, именно потому, что из вены вам кровь взяли, это меньше 1 минуты, в этом посидели, вам тык-пык, и вы пошли. А все эти капельницы – это какое-то длительное время, и на других частях тела, не на сгибе, это более надежно, что вы там не согнете руку, ничего не сделаете, потому что люди сидят иногда по 3 часа. Я сама еще совсем недавно сидела 3 часа, а больше не сижу. Только я собралась вам рассказать, что это первый докторский офис, в котором нету вот эта вот коробка из 4 стен, а из прекрасные окна и прекрасный свет от окна. Как хобана! Выяснилось, что у них тоже есть такие коробки. Первый раз. Ну, буду как есть снимать. Такую красоту даже плохой свет не испортит, правда же? Сейчас покажу вам быстренько кабинетик доктора. Доктор вот тут садится, открывает свой медицинский портал, вспоминает, что у меня, что я здесь делаю, кушеточка для осмотра, элемент декорации. И посмотрите, вот здесь целая библиотека по любым проблемам, связанным с онкологией, лечением онкологии, химиотерапией. В каждой папочке лежат свои документы, и они даже, видите, разобраны по разным цветам. Здесь, допустим, да, вот TXO, это таксол, тот самый яд, который мне вливали. Потом идет разные побочные проблемы в желтеньких папочках, в зелененьких папочках Exercise Fitness, как лечиться, потом красненькие. Ну, в общем, видите, все разложено, есть адреса и контакты любых специалистов, которые могут понадобиться пациентам, которые проходят через химию. Ну, а я даже не знаю, меня взвесили, и оказалось, что то, что я думала, что я все сбросила, я напила кофе, пока ждала, воды пока ждала, плюс ботинки, взвешивают же в ботинках и во всем. Короче, опять 138 паундов. Здесь вот напишем, сколько килограмм, я в уме так и не помню, как их переводить. Измерили давление. Давление у меня 128 на 89. Давление выровнялось, нормализовалось сразу же после того, как закончилась эта проклятущая химия и как кончился стресс. И теперь у меня ни давления, ни химии, одно сплошное счастье. Это вот я через 40 минут все еще жду, когда придет доктор. Люблю, когда назначают визиты утром, когда я практически первая. Хоть в 7, хоть в 7:30, хотя бы тогда доктор приходит с опозданием на 10-20 минут. А тут уже 40 минут сижу в этой комнате без окон, а она не приходит. А некоторые вещи я не могу даже доверять календарям и напоминалкам, а только старому доброму способу. Эта отметка обозначает не забыть спросить доктора, чтобы он мне выписал справку, потому что я же на этот месяц опять брала больничный. Он хоть и неоплачиваемый и всякое такое, но, по крайней мере, целый месяц я отдыхала и восстанавливалась. И теперь мне нужно попросить справку, не забыть справку. Доктор наконец-то пришла, и главное, что она сделала, сразу войдя, она воскликнула: «О, боже мой, мне нравится твоя прическа!» Я этих комплиментов сейчас получаю очень много и все время смеюсь, потому что, как можно назвать прической отсутствие волос
причем не по собственной воле. Но, тем не менее, я всегда улыбаюсь и благодарю. И она мне рассказала шутку о том, что она видела футболку, на которой написано «Мой онколог, мой hairstylist». Ну, в общем, понятно, не по доброй воле мы все это делаем. Визиты к доктору сейчас у меня каждые 6 недель. Они являются в чистом виде такими скринами, потому что ничего меня не беспокоит, ничего не болит, решать ничего не нужно. Но это такой протокол, такая процедура, поэтому я продолжаю к ней приходить каждые 6 недель. Предполагается, что каких-то сканирований делать сейчас нельзя и не нужно, потому что это не предусмотрено теми же самыми протоколами, так как мы не можем взять и сканировать все тело каждую неделю, чтобы проверять, не зародилось ли где-то что-то еще. Также она мне рассказала о том, что столь нашумевшее сейчас вот это вот тестирование на раковые ДНК, которое прям революционное, прям в первых рядах сейчас, и если вы заметите, его даже в Фейсбуке стали рекламировать, оно на самом деле пока не знают они, куда его приложить, потому что да, возможно, появились тесты, которые позволяют отловить ДНК раковых клеток, появляющиеся в вашей крови. Но выявить, в какой области этот рак вдруг зародился и появился, и что главное с этими результатами делать, пока невозможно. Именно это мне доктор и объяснила. Любые тесты позволяют отловить наличие рака уже на стадии, когда он неизлечим, и только остается там поддерживающая какая-то терапия. Поэтому что нам остается? Молись и кайся, ждать, надеяться, верить, следить за собой, заботиться об отсутствии стресса, заботиться о здоровом образе жизни и продолжать жить и радоваться, сколько будет возможно. Ну, а под конец нашего веселого диалога, обмена шутками, комплиментами, одежде, волосам, прическам, бижутерии, доктор, конечно же, меня очень сильно обрадовала, и эта прекрасная новость стоила того, чтобы так долго ждать. Oh, fall over. Because Tatiana, you are officially cancer-free. Yay! Yay! Руку все искололи, болит, боюсь ей даже шевелить. А там вон мое волшебное лекарство капает. Капает. А я пока тут сижу, отвечаю на ваши комментарии в YouTube. Для того, чтобы получить гарантированно ответ на ваш комментарий, нужно написать его быстро, за 24 часа после выхода видео. Тогда я еще точно успеваю забежать, посмотреть, поставить сердечко, ответить вам, что вы спрашивали, а потом уже нет. Пришла на очередную процедуру, 30 минут вливания препарата, который является уже иммунотерапией, Herceptin называется, борется со всем, что только можно. Еще 15 лет назад его не было, и женщины с моим диагнозом были практически обречены. Теперь вот жизнь прекрасная, и светлые волосы отрастут, и вообще будет нам счастье. Вечерний свет, такой вечерний свет. На самом деле, после, конечно, этого бенадрила и всего остального, и 3 часов ожидания, искололи всю руку, видите, я немножко уставшенькая. Хорошо, что основные части этого видео я записала заранее, пока еще не была такая уставшенькая. Спасибо вам, что посмотрели. Спасибо вам еще раз за вашу поддержку. Сейчас я хочу буквально поименно назвать всех тех, кто меня особенно поддержал в эти месяцы. Кто принял участие во всей этой истории и поддержал меня не только морально, но и материально. Потому что борьба с раком в любой стране – это не шутки, в Америке особенно. Спасибо вам, Александра. Спасибо, Елена. Спасибо, Миша. Спасибо, Эмили Джейн. Спасибо, Анна. Спасибо, Джулия. Спасибо, Анна. Спасибо, Алена. Спасибо, Джулия. Спасибо, Мария. Спасибо, Виктория. Спасибо, Шерон. Спасибо, Галина. Спасибо, Сергей. Спасибо, Юлия. Спасибо, Инна. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Лариса. Спасибо, Елена. Спасибо, Елена. Спасибо, Юлия. Анастасия. Наталья, спасибо. Спасибо, Галина. Спасибо, Анна. Спасибо, Карина. Спасибо, Марина. Спасибо, Ксения. Спасибо, Константин. Екатерина, спасибо вам. Анжелина, спасибо. Илой, коллега мой.
Спасибо, Валерия. Спасибо, Олаф. Спасибо, Виктория. Спасибо, Антон. Спасибо, Виктория. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Алекс. Олег, наверное. Спасибо, Юлия. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Наталья. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Юлия. Спасибо, Александр. Спасибо, Евгения. Спасибо, Наталья. Спасибо, доктор Нетали. Спасибо, Юлия. Спасибо, Марина. Спасибо, Василий. Спасибо, Людмила. Спасибо, Наталья. Спасибо, Елена. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Светлана. Спасибо, Ольга. Спасибо, Наталья. Спасибо, Оксана. Людмила и Лина, спасибо вам. Доктор Нетали, спасибо вам. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Ольга. Спасибо, МК. Наталья, спасибо. Спасибо, Валерия, Юлия, Мила и Светлана. Спасибо вам. Светлана, спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо, Сергей, Леся, Наталья, Петр, Екатерина и Татьяна. Спасибо вам. Спасибо, Татьяна. Спасибо вам, Дарья, Ольга, Мария, Сауле, Татьяна. ИС, спасибо. Дейс, спасибо. Катерина, спасибо. Светлана, спасибо. Михаил, спасибо вам. Анастасия, Светлана, Ольга, спасибо вам большое. Светлана, Ольга, Зоя, спасибо вам. Спасибо, Светлана. Спасибо, Егор. Спасибо, Джошуа. Ольга, Алексей, Виктория, спасибо вам. Спасибо, Зема. Андрей, спасибо. Анастасия, спасибо. Любовь, спасибо. Инесса, Артем, Елена и Джулия, спасибо вам. Джулия, Елена и Мария, спасибо. Ирода, спасибо. Эйкей, спасибо. Геннадий, Галина и Елена, спасибо. Элина. Денис, спасибо. Марина, Наталья, Иван, Егор, спасибо вам. Наталья, Мэри, Александр, Анастасия, Алевтина, Алена, Рима, спасибо вам большое. Лариса, Виолетта, Светлана, Алена, Елена, Наталья, Елена, спасибо вам. Екатерина, Тали, Елена, Белла, Лариса, Елена, Юлия, Анна, спасибо вам большое. Тангли, спасибо, коллега моя. Татьяна, спасибо. Светлана, Руслана, Елена, Элина. Борис, спасибо вам. Анастасия, Мария, Юлия, Наталья, Джулия, Татьяна, Артем, Елена, Людмила, Виктория, спасибо. Юлия, спасибо. Инга, спасибо. Светлана, Гульнара, Алла, Любовь, Татьяна, Ксения, Жулия, Анжела, спасибо. Татьяна, спасибо. Инна, спасибо. Алексей, Екатерина, Александр, Наталья, Татьяна, спасибо. И Инна, спасибо вам всем большое. Мы с вами собрали и помогли Татьяне Генерал на большую сумму, которая дала мне не только возможность материально лечиться и выздоравливать, но еще и спасла меня от дополнительного стресса и нервов. Спасибо вам всем, преогромное. Ну, прикольно же пользоваться эскалатором. Пока даже болела эскалатором, не пользовалась. Но тут просто такое для видео. Едем вниз. У меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Далеко не уходите. Впереди, как всегда, очень много интересного. Ваше мнение, идеи для следующих видео, куда пойти, куда податься, что еще хотели бы увидеть. Все, пожалуйста, в комментарии. И помните, что самая лучшая возможность получить ответ в комментарии – это написать его сразу после просмотра видео. Смотрю очень внимательно и активно первые 24 часа. Обнимаю вас всех крепко, всем вам здоровья. Пока-пока.